Всем привет, ребят! Сегодня мы поговорим о том, что такое вообще координация, основные ее принципы и основные задачи координационного репорта. В заключение мы посмотрим небольшой мастер-класс по оформлению координационных репортов. Расскажет нам об этом Миша, активный участник всех проектов Build It Lab. В сфере VDC он работает уже более 5 лет и знает про координацию все вдоль и поперек. Итак, Миша, привет! Всем привет! Мы начнем с вообще общего понимания, откуда она берется и для чего, собственно, она выполняется. Вот мы начинаем с 2D координации, то есть мы сейчас рассмотрим чертежи таких инженерных систем. На данном слайде мы видим это инженерные системы по вентиляции и кондиционированию. На следующем у нас водоснабжение и водоотведение. То есть, как вы видите, у нас есть стандартный чертеж, на котором изображены линиями и существуют аннотационные символы, которые обозначают различные системы, а также указывают на размеры тех или иных систем. В частности, если это трубы диаметра, если это какие-то воздуховоды, то это ширина на высоту. И исходными данными для проектировщиков являются это архитектурные и структурные подложки. Да? На основе этих исходных данных проектировщик по системе водоснабжения и канализации может сделать свои расчеты. То есть в первую очередь ему нужно положение таких основных приборов, такие как унитазы, ванны и так далее. То есть исходя из этого всего он делает свои расчеты, он проводит анализ по диаметрам труб и, собственно, он выпускает свой результат своей работы, являются это чертежи, на которых, опять же, показана только его система и как подложкой показана архитектура и структура. То же самое, да, происходит по чертежам человека, который занимается расчетами по воздуховодам. Когда эти два чертежа накладываются на друг друга, да, получается вот такая вот каша. То есть и сказать, что кто-то в этом изначально виноват, да, тут невозможно, поскольку человек, который занимался расчетами своей системы, он в принципе отвечает только за свою систему. И он в принципе на этапе проектирования не мог сразу же учесть все системы, все проектные решения, которые будут произведены, да, другой стороной, собственно, подрядчиком по вентиляции. И, соответственно, когда происходит вот такое вот наложение, то говорить о какой-то 2D координации в принципе можно. Но, как вы понимаете, это займет колоссальное количество времени на решение каждого пересечения. Поэтому мы будем в рамках этого процесса рассматривать исключительно 3D координацию пространственную. По факту, да, она позволяет нам определить уже три основных параметра. Это высота, ширина и длина каждого элемента. И в зависимости от этого мы можем уже в 3 осях скоординировать те или иные системы. Тут у нас на слайде отображены небольшие процессуальные вещи, допустим, когда у нас было пересечение одной системы против другой, после этого две системы скоординировались, то есть одна из них изменилась, и это привело к тому, что проблемы были решены. Для того, чтобы полностью понять процесс координации, необходимо для себя, да, набросать какую-то схему, в принципе, какая схема координации будет происходить у вас с вашими, грубо говоря, участниками процесса. То есть мы пойдем от обратного, исходя из того, что целью нашей координации будет являться скоординированная модель. Для чего она нужна? В первую очередь, да, это выпуск чертежей, с помощью которых можно будет установить эту систему на стройплощадке. Следующим этапом это уже такие процессы, как 4D и 5D. Да, это мы с помощью скоординированной модели сразу можем посчитать ее стоимость. И 5D, да, учитываем еще и время, то есть какое количество времени нам необходимо будет, чтобы установить эту систему. И мы пойдем справа да налево, то есть для того, чтобы нам нужна была скоординированная модель, мы начнем заниматься координационными пасами, так называемыми. То есть это одна проходка координации, которая позволяет найти все проблемы или так называемые, да, пересечения одной системы против другой. Количество этих координационных пасов может быть каким угодно, да, в зависимости от сложности проекта и в зависимости от объемов самого проекта.
Но мы говорим о том, что минимальное количество этих пасов должно быть 2. Прежде всего, почему? Потому что первый пас нам необходим для того, чтобы найти эти все пересечения проблемы. Да, после этого мы возвращаем так называемый отчет о найденных проблемах участникам проекта, и они уже нам возвращают обратно исправленные модели, где мы говорим о том, что да, действительно мы проводим еще один координационный пас, и все проблемы были решены. Но да, это мы рассматриваем сейчас идеальную схему, при которой за один координационный пас мы можем решить все проблемы. Но часто так получается, что когда вы находите какие-то проблемы, вы возвращаете их обратно участникам проекта, они что-то одно решают, да, решают какие-то проблемы, но своими решениями они создают еще новые проблемы. И, соответственно, когда вот такой вот процесс происходит, то этих координационных пасов может быть десятки, то и сотни. И, соответственно, мы начинаем говорить о том, что, наверное, здесь процесс идет неправильно. А почему? Потому что у нас здесь присутствует в конечном счете человеческий фактор в лице координатора. В первую очередь координатор, да, это человек, который отвечает за BIM-координацию, он отвечает за решение этих всех проблем. То есть в первую очередь он показывает все проблемы, но также его цель, да, это минимизировать количество этих координационных пасов, чтобы их количество стремилось к 2. Каким образом, то есть это количество пасов может быть минимизировано? В первую очередь это первичным анализом тех моделей, которые предоставляют ему для координации. Если координатор... Окей, звук пропал, пишут. Ребят, напишите еще, звук есть, нет? Звук. Стой, у тебя сейчас микрофон выключен. Стоп, Шарин, нажми, пожалуйста. Зачем? Все. Окей, теперь должен быть звук. Есть звук, да? Все, поехали дальше. Смотри. Да, и мы говорим о том, что цель координатора – это сократить количество координационных пасов. Я знаю, почему она пропадает, потому что кто-то нас мутит. Кто-то нас мьютит? Ребят, звук пропадает, потому что кто-то из ребят нас мьютит. Большая просьба этого не делать. В случае, если мы узнаем, кто это, команда просто вылетит из конкурса и не будет дальше двигаться. А узнать мы это можем просто. Поэтому большая просьба не делать этого. Да, на Спасибо, самом деле, Миш, продолжай, пожалуйста. Вебинар записывается не для того, чтобы его слушать в онлайне. Это будет записано на как видео, да, и мы его расшарим всем участникам. И покажем вашим родителям, тем, кто себя плохо вел. Нет, я к тому, что мы можем дальше продолжать без звука, просто мы потом в конце расшарим это видео и... Да. И те, кто хочет, всегда его найдут и увидят. Окей, да. Собственно, у нас цель координатора – это сократить количество координационных пасов. Сделать это может он, буквально организовав работу координации. Собственно, первое действие, которое должен провести координатор, это провести валидацию тех моделей, которые ему предоставляют для координации. Собственно, у нас существует, допустим, есть список каких-то моделей, это структурные, интерьерные, экстерьерные и так далее, и MP-модели. И цель данной валидации является установление, пригодна ли данная модель для координации. Собственно, будет ли координация этой модели эффективна. Собственно, прежде всего, валидация модели начинается с базовой точки и системы координат. До начала координации координатор должен установить именно эту базовую нулевую точку, чтобы все системы использовали... Миша, я хотел бы дополнить, небольшой вопрос задать, так как ребята уже приступили к выполнению. Ребят, напишите в чат, как вы считаете, какую роль, вот можешь на предыдущий процесс, пожалуйста, вернуться, какую роль вы выполняете в этом всем процессе? Вот кто вы здесь, когда вы выполняете задание первой недели? Давай сейчас посмотрим
Что там у нас? Какие ответы? Временно. Вот так вот посмотрим такой космос. Мы не замечены были. Ребят, какие-то идеи? Ни у кого нет никаких идей? Ну, к сожалению, идеи... Ага, координатор, вот, Ростик нам говорит. Неплохая идея. Еще у кого-то есть? Да, по факту слева мы написали, что это структурные модели, интерьерные модели, но за каждой моделью, да, стоит конкретный человек, который делает контент для этой модели. Ну, субподрядчик. Ну, либо это, да, структурный инженер, да, мы про интерьерную модель говорим о том, что это архитектор, ну, как и для экстерьерной, также архитектор. И за каждой MAP-моделью, да, стоит инженер определенной системы. Да, ребят, я бы хотел сказать, ну, у нас есть два варианта. Алекс нам говорит, что менеджер, я так понимаю. Я хотел бы сказать, что мы разработали таким образом задание, чтобы вы почувствовали себя на всех ролях. Когда вы выполняете наши задания, да, вы помните, что вы делаете первую координацию, обновляете модели как подрядчики, после чего вы снова собираете и смотрите результаты, которые у вас получились исправлений. То есть вы выступаете и в роли подрядчиков, и в роли координатора. Миш, спасибо, продолжай, извини, что я перебил. Окей, да, основным пунктом является проверка моделей на систему координат, то есть все модели должны находиться в одной системе координат. Почему? Потому что при сборке различных моделей они могут улететь, да, на десятки километров друг от друга, и это процесс довольно времязатратный, чтобы это все собрать в одну систему координат и определиться с базовой точкой уже после того, как все модели были сгенерированы. Поэтому задача координатора, да, изначально установить эту базовую точку и определить ее положение относительно, в первую очередь, осей проектных, а во вторую очередь относительно геодезических данных. Я думаю, у нас в задании, да, не будет такого относительно геодезических данных. Нет, геодезических нет, тем не менее, там есть такой пункт о том, что все модели должны быть собраны, и это, конечно, касается Fire Protection, такая одна из самых сложных задач, которая вызвала много переживаний у всех команд, это как раз размещение Point Cloud. Окей, следующий этап – это проверка моделей на так называемый LOD, уровень Level of Development, да, уровень развития модели. Очень часто LOD переводят как Level of Detailing, да, детализация модели, но это не совсем правильно, и дальше мы разберем почему. Также важным этапом проверки модели является проверка на дубликаты, то есть если у нас одни и те же элементы присутствуют в одном и том же месте, соответственно, визуально это невозможно определить, но такие инструменты, как Naviswork, нам позволят это сделать. Дальше мы разбираем, собственно, всю модель, каждую из предоставленных моделей и понимаем, в чем заключается ее структура, параметры и наименования. И последним этапом является проверка всех моделей между собой на так называемые пересечения, междисциплинарные конфликты. Окей, сначала разберем базовую точку системы координат. Ну, мы будем разбирать на примере программного обеспечения Revit в AutoCAD. Это задается буквально в 1 минуту, да, настройкой нулевой точки, и относительно этой нулевой точки уже размещается весь проект. В Revit немного эта система была доработана, и у нас существует по факту 2 точки, которые мы видим. То есть это треугольник и круг. Но на самом деле еще существует одна невидимая точка, она называется Origin Point. Это, то есть, точка, та, в которой был создан проект и где находился изначально вот этот вот круг. То есть, когда мы перемещаем этот base point, круглая точка называется base point, треугольник называется survey point. И когда мы перемещаем круглую точку, то origin остается на месте. Окей, в принципе, вот этими 2 точками мы можем задать 2 системы координат. Первая система координат называется Shared, то есть она базируется относительно вот этой вот круглой точки. То есть если вы выгружаете свою систему в
shared координатах, то 0 у вас будет находиться, где круглая точка. Если вы выгружаете свою систему в internal системе координат, то 0 будет там, где треугольник. На самом деле система координат — это довольно сложная тема, мы не будем сейчас на ней останавливаться и углубляться, поскольку действительно это сложная тема, и она должна рассматриваться в рамках геодезических отметок, да? То есть геодезист нам должен предоставить свою съемку на местности, и после нее мы можем уже как-то говорить о том, как настроить систему координат. Но мы будем сейчас говорить о примитивной системе координат, которая настраивается, грубо говоря, вручную относительно проектных осей. То есть обычно вот эти вот точки ставятся где-то на пересечении осей, и они, грубо говоря, всем участникам проекта описываются, что вот эта точка стоит там на пересечении оси 1 и оси А. Окей, перейдем дальше к более интересной теме. Это уровень проработки всех элементов. У нас существует расхождение понятий. Некоторые называют, что это level of detailing, но по факту это уровень именно проработки, а не детализации. На данном слайде мы видим холодильник довольно с хорошей детализацией, то есть мы понимаем, что у него существует 3 дверки открывающиеся, возможно, у него есть механизм, который предоставляет нам холодную воду либо лед, но в параметрах у него все пусто, кроме названия, да, что мы имеем. Это кухонный холодильник и тип это холодильник. По факту данная информация нам ни о чем не говорит, то есть мы в принципе не можем использовать его для координации. Почему? Потому что мы не знаем его габариты, это в первую очередь. Информация о том, каких он размеров, мы видим только на скетче, на вот такой картинке. То есть обычно, когда дизайнеры рисуют проект, они рисуют какие-то красивые вещи, которые впоследствии они не могут их реализовать, потому что таких вещей в принципе не существует. То есть мы нарисовали какой-то красивый холодильник, но не факт, что мы такой холодильник сможем и пойти купить в магазине. То есть, возможно, их уже не выпускают именно таких размеров и таких габаритов, о которых мы, исходя из вот этой информации, вообще не в курсе. Также мы не знаем, нужно ли ему подключение воды, либо нет, какое у него питание, с какой стороны подключается питание и так далее. То есть, исходя из этой картинки, мы видим, что это просто холодильник. Возможно, он трехсекционный, как здесь показано, а возможно, он будет вообще в одну секцию открываться. Поэтому более проработанным является элемент, который в себе несет необходимые параметры, а не визуальное наполнение. Собственно, таким является вот этот вот холодильник. Что мы из него видим? Что у нас есть огромное количество параметров, и эти параметры в первую очередь нам несут информацию о его габаритах. То есть, если вот мы видим, у нас есть вкладка размеры, да, у нас есть высота, глубина и ширина этого холодильника. Также мы видим зоны открывания дверей. И мы видим, да, какой-то бокс для льда. Соответственно, если мы, да, выбираем этот холодильник, у него есть еще точки подключения. Также мы видим, да, что вот символом электричества обозначена точка подключения. Мы знаем, что минимально ему нужно 115 вольт. И диаметр подключения воды. То есть мы уже на основе вот этой модели мы уверены, что ему нужно подключение воды и что его нельзя ставить где-то, да, без доступа этой самой воды. Также у нас есть здесь конкретные ссылки на производителя. То есть, нажав на одну из ссылок, мы можем перейти на конкретную техническую документацию по этому холодильнику. В данном случае это у нас мануал по установке. Собственно, вывод какой, что те элементы, которые красиво выглядят, да, не могут использоваться для координации без должных параметров. То есть на примере вот этого вот схемы мы можем определить, что LFD 100, да, может выглядеть красиво, LFD 300 может выглядеть, да, как схематически, да, но у него будут конкретные параметры, которые позволят нам скоординировать его с другими элементами. То же самое мы можем сказать про каждый элемент. Существует общепринятая LOD спецификация, которая выпускается каждый год, да, она публикуется на официальных сайтах. Большие крупные компании разрабатывают этот контент, они разрабатывают его по каждому элементу. Допустим, если мы разберем, в данном случае какие-то интерьерные элементы, да, такие как стулья,
то также люди занимаются разработкой по другим системам, например, по инженерным сетям, там, допустим, труба также хорошо охарактеризована, что LFD 100 у трубы это просто линия на плане, LFD 500 у трубы это все крепежные элементы, вся информация о том, где найти эту трубу, где ее купить и какова, возможно, даже ее стоимость. Окей. Также вам необходимо идентифицировать все модели на этот LFD, то есть если вы понимаете, что элемент вам предоставлен, допустим, какая-то колонна, и в ней нет информации о том, каких она габаритов, то значит эта колонна, невозможно ее правильно скоординировать, потому что если вам не дают эти параметры о ее габаритах, то значит они неизвестны. То есть и в принципе в BIM-среде происходит так со всем. Если вы получаете что-то, что не имеет конкретного параметра, где конкретно эта информация, то вы не можете сказать, что нужно ее подвинуть, потому что, возможно, она будет другого размера. Окей, и следующий пункт – это проверка модели на дубликаты. Очень часто так бывает, что из-за того, что проекты довольно объемные и довольно много включают в себя этажей, то есть координатор старается как можно эффективнее использовать свою работу. Для этого он разбивает свою работу на какие-то участки. В данном случае у нас видно, что мы постарались разбить свою работу поэтажно, то есть мы хотели прокоординировать один уровень и второй отдельно. Но мы получили модель, которая включает в себя частично уровень следующего этажа, когда мы этого не запрашивали. И, соответственно, другая модель то же самое это делает. Когда мы будем запускать наши клэш-тесты, то они будут показывать на этом месте два клэша, вместо одного, что говорит о том, что это будет затруднять время на их идентификацию, а также затруднять время работы самой объединенной модели. Соответственно, мы должны установить некие правила, которые будут говорить границы одной зоны, и где начинается, собственно, другая зона, и почему это не нужно предоставлять. В Nevis существуют инструменты, которые позволяют определять дубликаты, но это когда один и тот же элемент находится в том же самом положении. Допустим, когда человек закинул одну и ту же дверь в одно и то же место, и у нас получилось две двери, и мы уже скоординировали эту модель, создаем какие-то скеджулы, которые пытаемся, мы уже отправить их на закупку этих дверей и понимаем, что мы визуально видим там 4 двери, а наш скеджул выдает 5. И это будет упущение координатора, почему он не провел проверку на дубликаты, прежде чем начать координацию. Окей, и предпоследний этап – это, собственно, анализ тех моделей, которые ему предоставляют, в первую очередь на структуру. У нас существует разделение моделей на системные семейства в Revit. То есть все знают, что существуют элементы, которые являются системными семействами, такими как стены, полы, двери, потолки. И для координации это довольно проблематично, когда контент создан неправильно, то есть потолки были сделаны с помощью полов, допустим, стены были сделаны с помощью каких-то других элементов, например, там generic model или чем-то еще. И это также ответственность координатора проанализировать эту модель, сказав о том, что какие-то элементы были сделаны неправильно. Помимо Revit, нам приходит input из других программных обеспечений. В данном случае мы видим, это было экспортировано в файл IFC, международная конфигурация, так скажем, которая просто поломала всю структуру, собственно, модели. То есть это по факту у нас должна быть колонна или либо какая-то плита, но мы отображаем ее как огромное количество непонятных элементов. Соответственно, нам нужно вернуться в исходную модель и выяснить, почему мы получили именно вот так, собственно. Также мы делаем анализ на те параметры, которые нам необходимы. Но в первую очередь мы должны проверить на основные габаритные параметры, это диаметр, и также проверить, чтобы он отображался в настройках параметров в Nevis.
И мы проверяем такие системные параметры, чтобы определить, какая-то система. То есть это воздуховоды вытяжные, либо подающие. И последним этапом координации является проверка на пересечение между двумя системами. Но хочется также сразу заметить, что координатор в результате своей работы будет ответственный не только за физические пересечения двух элементов между собой, но и какие-то проектно неправильные решения. Ну, например, если труба идет допустим, очень низко на уровне головы, то это также проблема. Но автоматические инструменты не позволяют найти эту проблему, потому что у нее физически нет ни с чем пересечения. Эта труба была спроектирована неправильно, и это визуально было видно при координации. Соответственно, первым шагом всегда работы координатора это является визуальное определение каких-то нелогичных вещей. То есть вы сначала визуально определяете, можно ли координировать те или иные системы, и после этого только запускаете наш инструмент, который называется Clash Detection. Это автоматическое обнаружение конфликтов. Мы в рамках этого курса будем работать с программным обеспечением от Autodesk. В частности, Navisworks нам позволяет работать в скомбинированных моделях. Но также мы можем это сделать в другом софте. Да, и прежде всего в самом Revit уже, мне кажется, с 16 версии существует инструмент, который позволяет находить эти пересечения, но он довольно времязатратный. В общем, мы дальше разберем это. В Navisworks существует 3 формата файлов, то есть, я сейчас быстро расскажу, что они означают, потому что потом возникают трудности, когда вы пытаетесь гуглить эту информацию, она у всех почему-то отличается всегда. В общем, это проще всего объяснить на подобной схеме, то есть у нас есть исходные данные, например, мы делаем модели в Revit, кто-то делает в AutoCAD и так далее, там 3D Max и все остальное. Существует общий формат файлов NVC, который ставится на любое приложение, то есть для Revit это есть NVC-экспортер, то же самое для AutoCAD, я уверен, что для 3D Max то же самое есть NVC-экспортер, который приводит это все в общую систему форматов. Также Navis читает оригинальные файлы, то есть если вы попробуете загрузить DVG оригинально в Navis, то без проблем его откроет. Но проще это все изначально перегрузить. Почему? Потому что если у вас файл DVG очень большого размера, то, возможно, произойдут какие-то сбои при его открытии. Но когда вы будете это делать правильно через экспортеры, то есть никаких сбоев никогда не будет. А дальше вы это все собираете в объединенную модель, и это все будет называться NVF. NVF файл это по факту сборка ссылок на NVC файлы. То есть работает как стандартный ярлык на Windows. Вы задали пути, где находится NVC, и все. Но по факту NVF там весит порядка 2-3 килобайтов, то есть он не несет в себе информацию о самих моделях. Вы не сможете NVF файл отправить кому-то там по почте, либо его каким-то образом использовать на другом локальном сервере, у которого нет доступа к вот этим вот файлам, которые лежат непосредственно там у вас на рабочем столе. Другое дело NVD. Когда вы NVF файл сохраняете в NVD, то он непосредственно все файлы, которые были у вас, они сохраняются в этот NVD. NVD весит уже, мы говорим о каких-то десятках мегабайт. Почему? Потому что он все NVC файлы сохраняет внутри себя. Уже NVD файл вы можете кому-то отправить, и другой человек сможет их открыть. Здесь я хотел бы немного дополнить и сделать отсылку к нашему заданию. Ребята, очень важно, чтобы вы понимали, что мы от вас в результате работы ждем 2 файла. Первый прекоординацию и второй это посткоординацию. То есть вы собрали файлы, NWC, у вас появляется NVF, вы его сохранили как NVD, вы запускаете координацию и координируете. Находите все клэши, отображаете их, сохраняете. Это первый, прекоординация. Второй как раз файл,
это тот файл, который вы будете обновлять. Да? Вы нашли все эти клэши, вы нашли их все в Revit, вы обновили их. Точно так же еще раз выгрузили все NWC, еще один отдельный файл собрали, также его настроили работу, запустили координацию и прокоординировали. И тем самым показали нам, что все клэши ваши исправлены. После чего мы будем обязательно смотреть на два файла. Первый файл — это прекоординация, где мы четко видим, какие были вами найдены клэши. И второй файл NWD, да, первый тоже NWD. А второй файл посткоординация, где мы четко будем сравнивать, что они исправлены. Все. Окей, да, исходя из этого, то есть я сразу вам рекомендую работать изначально в NWD формате. Почему? Потому что если вы настроите клэш-тесты, настроите все поисковые сеты изначально в NWF, когда вы будете видеть в окне выборок каждый элемент, то потом, когда вы это сохраните в NWD, все эти элементы сохранятся в один файл. Сейчас на словах это довольно тяжело объяснить, попробую попозже показать это в самом Navisworks. Окей, переходим к последнему этапу, да, это проверка на пересечение различных систем и создание viewpoint'ов, да, это по факту у нас точки обзора, как, ну, если перевести точно дословно с английского, они позволяют изначально моментально переместиться, да, в точку проекта, где мы можем увидеть пересечение двух систем. Слева у нас предоставлено, ну, так называемое пересечение двух систем, которое обычно мы видим в Navisworks. Справа у нас пересечение двух систем, которое вот видно в Revit, используя инструменты, ну, стандартные инструменты Revit, которые позволяют находить эти пересечения. Как вы видите, Navis изначально он скрывает все остальные элементы, оставляя только эти два. В Revit же вам нужно настроить вид таким образом, чтобы вам было понятно, где именно эти два элемента и что только они два включены. Соответственно, чтобы настраивать каждый раз эти виды, то вам, ну, довольно трудоемкий процесс в Revit, когда вы координируете там не две системы друг против друга, а вам нужно там скоординировать весь проект, то есть который включает в себя около 10 различных систем, и вы просто, создавая тесты, которые будут клэшить друг друга, вы просто, ну, умрете от времени, вы будете это делать там неделями, и, возможно, даже, ну, никто не гарантирует, что вы что вы покажете все проблемы. В Navisworks мы дальше разберем, как это сделать за день, да, когда вы просматриваете все проблемы и делаете репорт о координации. Собственно, да, слева у нас предоставлен скриншот, когда вы включаете инструмент Clash Detection, он позволяет вам моментально найти все проблемы в проекте. Справа мы видим, ну, оригинальный вид, который имеет собранная модель, то есть у нас есть система архитектуры, двери, стены, есть какие-то вот колонны, структурные элементы, да, есть система воздуховодов, есть система пожаротушения, которая вот красным обозначена, и система водоснабжения и водоотведения зеленым цветом. То есть, когда мы запускаем флеш-тест, который будет направлен найти все столкновения между воздуховодами и системой водоснабжения, то есть он все остальное лишнее скрывает и показывает только где эти проблемы. То есть ваша задача остается только настроить вид в Navis, чтобы это было понятно, и обозначить эти проблемы для тех ребят, которые будут заниматься изменением. Немного дело хуже обстоит с координацией таких систем, ну, основных, это структуры и архитектуры друг против друга. Когда вы будете настраивать клэш-тесты, если вы выберете, да, в выборке что против чего, допустим, если вы выберете архитектуру против структуры, вы увидите вот такое вот окно, когда у вас просто загорится все красным цветом. Сложно сразу сказать, да, где здесь настоящие проблемы, что не является проблемой. Поэтому в первую очередь вам нужно, ну, это мой совет, разделить все системы на подсистемы. То есть обычная модель структуры в себе хранит достаточно маленький набор системных семейств. То есть это обычно полы, колонны, стены и балки, да, которые сделаны в подкатегории Structural Framing.
Если вы сразу разделите эту структуру на подсистемы, то вам будет уже легче в понимании клэшей. То есть, когда вы будете запускать клэш структурных стен против архитектурных стен, то вы сразу же поймете, что если одна стена примыкает к другой, наверное, это не проблема, так называемого дизайна. Но если одна стена заходит в рамку другую, значит, это проблема моделирования, да, потому что на стройплощадке вряд ли кто-то будет устанавливать архитектурную стену внутрь бетонной стены, потому что по строительному процессу все бетонные стены изначально в первую очередь заливаются, после этого уже начинают расставлять рамки для архитектурных стен. Тут мы видим пример неправильно оформленного так называемого viewpoint. То есть ваша задача это найти все эти проблемы. То есть, когда вы запускаете клэш-тест, эти проблемы вам видны. Но ваша задача не всех их увидеть, как координатора, да, а ваша задача создать репорт, чтобы все участники процесса эти проблемы увидели сразу и поняли их, поняли, где они, во-первых, находятся, и поняли, как их решить. Соответственно, когда вы работаете в режиме Clash Detection и в том же режиме вы пытаетесь создать этот viewpoint, то тот человек, который будет просматривать, отлично делал, этот viewpoint, он увидит не viewpoint, он увидит ваши маркапы, которые скрыты за какими-то другими элементами. Поэтому всегда создавайте вот эти вот viewpoints включенными всеми моделями. Я хотел бы еще обратить внимание, почему это вообще важно. Дело в том, что сам по себе Navisworks, это платная программа, которая стоит денег. И нужна она только человеку, который координирует. На строительной площадке, например, прорабу с планшетом или же инженеру-подрядчику эта программа не нужна в полной мере. И существует отдельный просмотрщик, который позволяет видеть эти клэши. Но он ограничен и не позволяет запускать клэш-тест, не позволяет, в общем-то, выполнять каких-то сложных функций с этими клэшами. Он предназначен исключительно для просмотра, для определения сложной ситуации, понимания, где это находится. И именно поэтому viewpoints должны быть такими, вот как дальше Миша нам расскажет. И еще тоже, да, не забывайте, что часто их смотрят с планшета, и увидеть, например, что-то скрывать, это сложность. Там нужно будет скрывать 10, я не знаю, элементов, для того, чтобы докопаться до него, это проблемно. Окей, также существует довольно распространенная проблема координаторов, когда они пытаются создать viewpoints как можно больше, показать как можно больше проблем и так далее, тем самым каким-то образом показывая свою продуктивность, тем, что если создам там огромный список viewpoints, я покажу все проблемы. Но на самом деле такой принцип работы возможен, да, но он неэффективен с точки зрения время затрат. То есть, когда у вас есть две похожие проблемы, вы должны немного проанализировать ситуацию. То есть, мы понимаем, что эти две проблемы находятся рядом, и зачем создавать два отдельных viewpoints, если можно показать эти проблемы в общем, и на этом же виде вы сразу поймете, что какое действие необходимо сделать, чтобы решить эту проблему. Да, здесь объективно видно, что можно опустить всю ветку, чтобы решить сразу две проблемы. В отличие от решения локальных, да, возможно, даже человек, увидев эту проблему, решит создать здесь дополнительные фитинги, чтобы обойти воздуховод. Но проблема была гораздо проще, что нужно было просто изменить высоту всей ветки, и это бы позволило сократить время как координатору, так и человеку, который ответственен за моделирование этой системы. Также у нас, тут не совсем так, это можно так написать частково видно. Когда вы видите две проблемы и пытаетесь их показать, то есть визуально понятно, что здесь клэши, но, допустим, когда она в процессе динамики вы постараетесь каким-то образом решить эти проблемы, то они изменятся. Да? Возможно, вот эта вот коричневая труба, она в этом месте слева поднимется вверх, а здесь эта синяя труба, допустим, уйдет влево. Но когда вы в следующий раз запустите
соберете эти все модели в одну и нажмете на этот viewpoint, чтобы просмотреть, решилась ли эта проблема или нет, вы с помощью вот этих вот круглых маркапов особо ничего не поймете. Поэтому я советую сразу же использовать линии, то есть вы линиями по граням одной системы и по граням другой системы рисуете ее положение, то есть вы таким образом ее фиксируете. Если геометрия изменится, то вы увидите, какие грани были до этого и поймете, произошли ли какие-то изменения, и, возможно, вот эта проблема справа, она решится, да, слева нет. Почему? Потому что тут поднимут, но проблема останется. И тогда вы еще раз, допустим, напишите обновление, что это решилось не до конца. Когда, в отличие от кругляшка, вы вообще не поймете, произошли ли какие-то изменения, если они не решились. То есть, возможно, это поднимется вверх, но не до конца, это подвинется влево, также, но не до конца, проблема останется. Тогда вообще не будет понятно, делали ли что-то в этом месте или нет. И основным финальным результатом является это решение вопросов. То есть вы создали какой-то список viewpoint'ов, и вам нужно создать, да, коммуникацию и обсудить, кто и как будет решать те или иные проблемы. То есть, во-первых, ваша цель как координатора понять, что не является проблемой, чтобы вам сразу, да, просмотрели те viewpoint'ы, которые, на ваш взгляд, кажутся, возможно, не проблемами, и вам сразу скажут, что это да, не проблема, либо да, это проблема, и, пожалуйста, создай как можно больше таких проблем, точнее, покажи их. Окей. И дальше уже переходим к этапу изменения моделей. То есть в основе всего лежат элементы, которые показаны на архитектурных и структурных планах. То есть это стены, бетонные колонны, также бетонные какие-то несущие элементы. То есть они будут изменяться в последнюю очередь. Почему? Потому что они являются наиболее дорогостоящими в плане изменений. То есть, если вы изменяете какую-то несущую конструкцию, то вам необходимо провести полный перерасчет всех несущих конструкций, чтобы в одном месте, если вы, да, изменили что-то, то в другом, возможно, вам что-то нужно добавить. Соответственно, дальше по приоритетности у нас идет оборудование, которое не должно быть передвинуто. Мы можем, да, пройтись по приоритетности. В первую очередь мы меняем какие-то гнущиеся элементы, да, последнюю, те, которые показаны на архитектурных и структурных планах. И да, результатом координации является скоординированная модель, с помощью которой мы делаем чертежи, и с помощью этих чертежей на нашей площадке эти все системы устанавливаются. То есть наша цель, да, это иметь полную модель без каких-либо пересечений между различными системами. Спасибо большое, Миша. Это было очень информативно и интересно, несмотря на то, что тема очень сложная. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто слушал. До свидания. Всем пока.